привет! Хоть мой канал посвящен радиосвязи и радиосвязной аппаратуре вообще, но очень много внимания я уделяю радиолюбительству и радиолюбительской аппаратуре. И в этом видео расскажу о радиолюбительском коротковолновом трансивере EZU FT-DX10. EZU FT-DX10 – это современный коротковолновый трансивер, предназначенный специально для радиолюбителей. Диапазон рабочих частот его в режиме прием от 30 кГц до 75 МГц во всех видах модуляции. В режиме передачи только любительский диапазон, естественно, с возможностью раскрытия. FT-DX10 – это стационарный настольный трансивер, но питание у него не 220 вольт, а 12 вольт, вернее 13,8. Поэтому ничто не мешает его вывести в поля и использовать там от аккумуляторной батареи. Правда, потребление у него достаточно большое, в режиме прием потребляет он около 2 с небольшим ампер. Сделан он по гибридной SDR архитектуре. Что это значит? Это значит, что на практике он позволяет совмещать преимущества SDR с прямой оцифровкой и SDR с переносом спектра, то есть с промежуточной частотой. SDR с прямой оцифровкой позволяет наблюдать нам на панорамном индикаторе на водопаде любую полосу частот, а SDR с промежуточной частотой позволяет иметь очень высокие характеристики по динамическому диапазону и по избирательности. И вот этот трансивер совмещает в себе и то, и другое. То есть, по сути, можно сказать, что в нем два приемных тракта. Один предназначен специально для того, чтобы отображать панораму, спектрограмму, водопад. И этот приемный тракт работает в режиме SDR с прямой оцифровкой. А второй приемный тракт предназначен для акустического приема уже сигналов, соответственно, человеком. И этот приемный тракт построен по SDR технологии с переносом спектра с промежуточной частотой. Большинство современных моделей SDR-трансиверов разных производителей сделаны или с оцифровкой широкой полосы частот, или по супергетеродинной схеме с применением узкополосных аппаратных фильтров, руфинг-фильтров. Этот же трансивер, в отличие от большинства других, совмещает в себе и то, и другое. Первая промежуточная частота невысокая, а равна 9 МГц. На этой промежуточной частоте установлен руфинг-фильтр для разных режимов работы. В этом трансивере переключаются руфинг-фильтры. Есть штатные стандартные руфинг-фильтры с полосами пропускания 500 Гц, 3 кГц и 12 кГц. Как вы можете догадаться, соответственно, для телеграфа, для однополосной модуляции и для амплитудной частотной. Но также может быть еще установлен дополнительный опциональный руфинг-фильтр с полосой пропускания 300 Гц, узкополосный телеграфный фильтр. Конечно же, несмотря на наличие таких узкополосных аппаратных руфинг-фильтров, полоса пропускания у приемника этого трансивера плавно регулируемая, так как она обеспечивается, естественно, SDR-технологиями. Какой-то там кофе, банку, шоколад. Например, в режиме однополосной модуляции у этого трансивера нет никаких переключений, узкая, широкая полоса, а можно регулировать полосу пропускания от минимально возможной нескольких сотен Гц до максимально возможной 4 кГц. Ну, он там в школе, да, не знаю, как он сейчас дежурит-то. Вот. Такие дела. Выходная мощность передатчика этого трансивера в коротковолновых диапазонах и в диапазоне 50 МГц в режимах однополосной модуляции, телеграфа и частотной модуляции, как и у большинства других КВ-трансиверов, равна 100 Вт. Но также этот трансивер может еще работать в диапазоне 70 МГц, в модификациях, предназначенных для тех стран, где этот диапазон разрешен. И в этом диапазоне выходная мощность его меньше и равна 50 Ваттам. Есть в трансивере встроенный антенный тюнер, построенный на реле, переключающих емкости и индуктивности. Этот тюнер предназначен для подстройки КСВ антенн, имеющих невысокий КСВ со значением до 3. То есть это не тюнер, предназначенный для того, чтобы в полях любой кусок провода настроить на любой частоте, а это тюнер, предназначенный для подстройки невысоких значений КСВ. Как вы можете видеть, трансивер этот имеет цветной графический дисплей. Разрешение дисплея 800 на 480 пикселей. Также этот дисплей позволяет работать в режиме тачскрин, что очень удобно. Можно перестраивать трансивер по частоте, просто прикоснувшись к спектрограмме, к водопаду, перестроив указатель настройки на нужное, на интересное нам место. И все остальные функции меню точно так же управляются через тачскрин. К трансиверу с помощью интерфейса DVI может быть подключен внешний компьютерный монитор. В этом случае разрешение может быть 800 на 600 пикселей. Также к трансиверу может быть подключена USB-клавиатура и USB-мышка. Мышкой очень удобно пользоваться при обычной работе трансивера. Вместо тачскрина все функции можно выполнять с помощью мышки. На экране видно курсор от мышки. Клавиатура удобна для работы телеграфом,
телетайпом, PSK, декодеры и энкодеры которых встроены в этом трансивере. Да, Игорь, я слышал, что у вас усилитель включен. Ну, я на голый трансивер работаю. А трансивер простенький, FTDX 101D. Николай. Для знакомства все-таки поделимся информацией о технике. Центр Борис. QSL 159, спасибо. Oscar November 5, Whiskey Quebec. Oscar November 5, Whiskey Quebec. Thank you, Oscar November 5, Whiskey Queen. You are also 5973. Так как этот трансивер стационарный, то на передней панели его много кнопок разных органов управления. Большинство наиболее нужных функций доступны сразу, без того, чтобы искать их в меню. Естественно, основной орган управления – это валкодер. У этого трансивера валкодер сдвоенный, фактически это два валкодера, расположенных на одной оси. Предназначены они для того, чтобы менять частоту с разным шагом. Например, основной валкодер может менять частоту с шагом 10 Гц, 1 Гц, а более крупный валкодер может менять частоту с шагом, например, 100 Гц или 10 кГц или даже единицы МГц. На экране трансивера есть панорамный индикатор, который может работать во многих различных режимах. Конечно же, он отображает обычную спектрограмму, конечно, он отображает водопад. Соотношение размеров водопада и спектрограммы можно настраивать пользователем. Можно также отключить индикацию различных дополнительных функций и возможностей трансивера на экране, и тогда их место займет расширенный панорамный индикатор. Мало того, этот панорамный индикатор может работать в режиме 3D. Есть два разных режима работы панорамного индикатора во время перестройки трансивера по частоте. Один режим – это когда центральная частота – это всегда частота настройки трансивера. То есть, когда мы вращаем ручку валкодера, у нас изменяется частота настройки трансивера и смещается все показания на панораме, водопад и спектрограмма. И другой режим – это когда панорама и спектрограмма и водопад стоят всегда на месте, а при перемещении по частоте у нас перемещается по этой спектрограмме, по водопаду указатель. Выглядит это все, как будто перемещается стрелка настройки на старинном приемнике. На мой взгляд, этот режим очень-очень удобный. Я в основном пользуюсь именно таким режимом. Ширина полосы обзора панорамы от 1 кГц до 1 МГц. Конечно же, чувствительность панорамы, скорость прокрутки водопада, цвета водопада – все это настраивается пользователем. Сейчас давайте послушаем, как звучит сигнал этого трансивера в эфире. Я буду с его помощью передавать в однополосной модуляции на 80-метровом диапазоне. А этот сигнал будет принимать WebSDR приемник, расположенный в нескольких сотнях километров от меня. Вот от него страница сейчас открыта у меня на мониторе. И вы в видео услышите звук, записанный с этого WebSDR приемника. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка трансивера ЕЗУ FTDX 10. Здесь радио Анна-3, Тамара, Леонид, Борис. Всем прием. Так как формирование сигнала на передачу в этом трансивере происходит тоже по технологии SDR, то есть множество пользовательских настроек, влияющих на формирование этого самого сигнала. Есть регулировка ширины полосы, которая будет занимать сигнал этого трансивера в эфире. Конечно же, есть микрофонный эквалайзер. Он имеет 3 полосы, но не просто 3 полосы, нижние частоты, средние и верхние, а центральная частота каждой из этих полос задается пользователем непосредственно в герцах. Также задается ширина полосы и, естественно, подъем или спад на какое-то количество децибел. Естественно, есть регулировка микрофонного усиления, естественно, есть микрофонный компрессор, который называется процессор, и также есть еще режим автоматической регулировки микрофонного усиления.
В эфире через веб-SDR-приемник мы сейчас с вами слышали сигнал этого трансивера не такой, какой он есть по умолчанию с заводскими настройками, а немного я все-таки его подстроил, как минимум применил микрофонный эквалайзер и включил компрессор. Трансивер комплектуется микрофоном SSM75E. Это электретный микрофон. Таким же микрофоном комплектуется и трансивер FTDX101D. На микрофоне есть помимо двух кнопок вверх-вниз, которые позволяют изменять частоту или же изменять номер канала. Есть 4 программируемых кнопки, функции которых может назначить пользователь. И есть кнопка Mute. По поводу кнопки Mute хочу сказать отдельно, что это, на мой взгляд, очень нужная и очень важная функция. Огромное спасибо компании Езу за то, что они добавили на свои микрофоны такую кнопку. Эта кнопка позволяет мгновенно отключить звук приемника, так как мы всегда, работая в эфире, держим в руке микрофон, тангенту, то в случае, когда нам захотелось что-то услышать из окружающей обстановки, мы можем мгновенно нажать эту кнопку, и звук у нас пропадет. Вот смотрите, вот я слышу сейчас звук шума эфира, нажимаю эту кнопку, и звук пропадает. Чем это удобно? Что я, например, в стационарных условиях работаю в эфире, слушаю что-то, ко мне кто-то подошел что-то сказать, или я услышал, что в соседней комнате звонит телефон, домофон, я не знаю. Я могу очень быстро нажать эту кнопку, не сбивая уровень громкости, выставленный на трансивере, вообще не протягивая к нему руки, не вращая никакие ручки, а я держал в руках микрофон и просто нажал одну кнопку, и звук сразу пропал, тишина, я слушаю, что вокруг меня происходит. В полях это еще удобнее. Там постоянно слушаешь, что вокруг тебя происходит, кто к тебе подходит, какие есть звуки в лесу. Тем более, очень удобно иметь такую кнопку. Вот такая кнопка есть. Это просто от себя я высказал именно мое отношение к наличию этой кнопки. Я думаю, что не всем она так нужна, как мне, но для меня это очень удобная функция. Практически все коротковолновые трансиверы последних 20 лет выпуска фирмы Езу комплектовались микрофоном MH31. И вот начиная с FTDX101 и, соответственно, вот этот FTDX10 уже комплектуется микрофонами SSM75. Более современный, более удобный микрофон. Les représentants des services d'ambulance à travers le pays constatent une croissance inquiétante des appels. Esni a történetekben. Pedig Juhász Ferenc vers یوازې په یو کال کې د اوریدونکو لخوا Gina Bearbank and Malkovich for Magic. Звучит трансивер на встроенный громкоговоритель достаточно хорошо. Конечно, на внешний громкоговоритель слушать его было бы приятней, но и на встроенный он звучит очень неплохо. Корпус трансивера крупный, громкоговоритель тоже достаточно большой, качественный, поэтому звук вполне приемлемый даже со встроенного громкоговорителя. Вес корпуса трансивера, кстати говоря, немного меньше 6 килограммов. На входе приемника предусилители и аттенюаторы управляются в этом трансивере следующим образом. Есть два режима работы предусилителя. Предусилитель 1 и предусилитель 2 отличаются коэффициентом усиления. Естественно, есть режим отключенного предусилителя, как и во всех трансиверах Езу. Этот режим называется IPO. И есть включаемый в 3 положения аттенюатор с различным ослаблением. Кроме разъемов для микрофона и наушников на передней панели, на задней панели трансивера есть еще целых 14 разъемов. Если бы это был трансивер, предназначенный для работы из полевых условий, то такое количество незащищенных разъемов это было бы очень плохо. Но трансивер настольный, и поэтому большое количество разъемов – это много возможностей для подключения различных внешних устройств. Разъем для подключения антенны один, и это, конечно, SO239. Рядом с ним расположен 6-контактный разъем Mini-DIN, на который выведен низкочастотный сигнал с приемника, сигнал переключения трансивера на передачу, сигнал низкочастотный для модуляции и так далее. И этот разъем обычный для большинства трансиверов Езу. Еще один разъем Mini-DIN для подключения внешнего антенного тюнера и разъем DB9 для управления трансивером по CAT-интерфейсу. Распайка этого разъема как у DTE устройств, если вы еще помните, что это такое. То есть как у компьютера, а не как у модемов или какой-то другой контрольной техники. Конечно, еще есть разъем для подключения источника питания 12 вольт, разъем 3,5 мм для подключения внешнего громкоговорителя
еще один разъем мини-DIN для подключения усилителя мощности и разъем тоже 3,5 мм для подключения пульта управления с кнопками. Разъем USB типа B при подключении к компьютеру создает виртуальный COM-порт для CAT-интерфейса и звуковую плату для приема и передачи звука. Два разъема USB типа A предназначены для подключения мышки и клавиатуры. И рядом с ними разъем DVI для подключения внешнего монитора. РФ-2 радио, РА-3, Дима Щукуля. Добрый день, да. Кто? Я и курить хочу, я там курей выпустил, чтоб травку Ромка, Рамиль Возмездский, спасибо, прием. Без проблем, все нормально. Спасибо. Здоровья на тазду пожелаю. Но если ко мне вопрос... принял, Александр. Вот было Киршо, вижу, лог показал. Придется или отрабатывать, или объяснить, написать, чтобы директор не наказал. Защелки понащелкивал, и антенны попеределывал туда. По большому счету там не помешкает. Очень хорошо в этом трансивере сделана работа с картой памяти. Все необходимые возможности есть. Можно сохранить файл на карту памяти, все настройки трансивера, соответственно, потом можно эти настройки считать. Можно, например, иметь несколько файлов, несколько вариантов настроек трансивера для работы в разных условиях. Для работы стационарно, для работы в полях, для работы в соревнованиях, если вы в них работаете. Также в отдельный файл можно сохранить таблицу с ячейками памяти. Ячеек памяти в этом трансивере 100 – это не так много. И можно, соответственно, несколько иметь таких файлов с разными значениями частот для разных ситуаций. Для того, чтобы послушать какие-то интересные сигналы, для того, чтобы послушать вещалки или еще что-то. В общем, тоже удобная функция. Ну и самое главное – запись звука в файлы на карте памяти. Параметры оцифровки 16 кГц, 16 бит. По-моему, вполне достаточно для того, чтобы записать качественно все то, что может услышать коротковолновый приемник. Формат записи – WAV-файл без сжатия. Меняется сила сигнала, я говорю, с разных сторон. Первый раз, когда отвечал я, последний раз, когда говорил «до свидания, Абдулет». Меняется сила сигнала, я говорю, с разных сторон. Первый раз, когда отвечал я, последний раз, когда говорил «до свидания, Абдулет». А с востока громко слышно. Также в файлы на карте памяти записываются короткие звуковые файлы, которые можно записать непосредственно с микрофона этого трансивера для того, чтобы воспроизводить их потом в эфир. Например, сигнал общего вызова голосовой или информацию о вашей радиостанции. Чтобы каждый раз одно и то же не говорить в эфире, можно записать это все в файл. Такая функция есть во многих трансиверах, но здесь это все записывается на карту памяти, поэтому наборов таких файлов для разных ситуаций можно иметь несколько. Один, два, три, четыре, пять. Проверка записи. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Проверка записи. что я еще не все установил. И еще на карту памяти можно записать скриншот, то есть дамп всего содержимого экрана в любой момент времени. Когда там есть спектрограмма и водопад, когда там открыты какие-то параметры в меню. Все это можно в любой момент записать в файл. Имена файлов, кстати, и звукозаписи, и скриншотов все очень удобные. Они содержат дату, время, поэтому найти их потом несложно. Например, такой файл со скриншотом можно кому-то послать по интернету и что-то показать. В трансивере есть еще очень много разных функций и возможностей. Конечно же, есть нотч-фильтр, есть система понижения шума, которая, кстати говоря, работает очень хорошо. И при слабом уровне сигнала, при плохой разборчивости, эту самую разборчивость она действительно значительно увеличивает. Есть эквалайзер по приему, который настраивается отдельно для разных режимов, для однополосной, для амплитудной модуляции, для частотной. Позволяет настроить тембр звука при приеме. Приятно именно вам и именно с вашим громкоговорителем. Есть декодеры разных сигналов, PSK, телеграф, RTTY. Конечно же, есть функция контур, которая сейчас практически во всех трансиверах EZU есть. Она тоже позволяет сделать звук более приятным.
И еще много-много разных возможностей, функций, настроек. Пользовательский интерфейс, на мой взгляд, очень удобный и очень красивый. Но самое главное не это. Самое главное, конечно же, это качество работы приемника. Приемник работает просто прекрасно. Динамический диапазон высокий, шумов собственных очень мало. Если бы у этого трансивера был только удобный пользовательский интерфейс, этого было бы, так скажем, мало. Вы знаете примеры трансиверов с удобным интерфейсом, но с плохим приемником. Про этот трансивер я такого сказать не могу. В первую очередь, конечно же, здесь прекрасный приемник. К сожалению, в наше время в эфире на коротких волнах в населенных пунктах очень высокий уровень шума и помех. А трансивер этот стационарный. Вывозить его в поля не очень удобно, потребляет он много. Но хотелось бы, конечно, его вывести в поля и послушать эфир на него именно в условиях отсутствия городских помех и шумов. Если я это сделаю, то покажу вам в отдельном видео. А сейчас пока на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные трансиверы, радиостанции, работайте в эфире, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Смотрю новый диапазон, Коля. Спасибо. До 9 баллов. Ульяна, радио Иван. Новосибирск, имеете необходимость передачи?